Чувство технического кайфа сейчас просто находится у меня вот... Заходим, поезд выезжает. Ничего не вывалилось. Ребятушки, приветствуем вас в международном аэропорту Шанхая. Поезд на магнитной подушке. Мы немножко опоздали с этим обзором. Этот поезд был запущен в 2002 году. 16 лет всего прошло, нам вниз, идем. Класс! Масштабы, конечно, китайских аэропортов, они просто поражают. Так, по порядку, посмотрим, как устроен Маглев. Сначала нужно купить билет. В разное время почему-то он ходит с разной скоростью, ведь почему-то утром он идет 300, а вот сейчас он должен идти 430. 430. Окей? Шанхай Маглев Трейн. Тут целая группа китайских туристов. Вообще в Китае очень развит внутренний туризм. Они реально огромными группами катаются по всей своей стране. Вот он, смотри, класс. 16 лет поезду. Он выглядит в 100 раз круче, чем, так сказать, многие другие поезда в других странах. 4 вагона в этом поезде. Это одна ветка такая в Шанхае. Есть еще в Пекине. В Германии была. Но она уже не работает. А он сейчас вот лежит, интересно, на платформе или уже висит? Непонятно. Смотри, как будто приподнимается немножко, видишь? Самая большая проблема. Маглев, заходим, поезд выезжает. Большая проблема, они хотели эту ветку протянуть, но решили пока не делать, потому что пути, которые строят для Маглева, непригодны больше вообще ни для чего. Вот видите? То есть, допустим, если в России, да, Москва, Питер, рельсы переделывали под Сапсан, по этим же рельсам может кататься любой поезд. Хоть тепловоз, хоть дрезина, хоть что угодно. А по платформе Маглева уже ничего, кроме самого Маглева, ездить не может. Что-то произошло. То есть он прям приподнялся как будто. Вот мы сидели, он прям так... И поехал. Смотри, скорость растет. Разгон до 100. Вот метро, кстати, поехал. Это метро. Шанхайское метро, увидим в Маглеве. Скорость 100. Такое, даже. Пока нормально. Тут даже ремней безопасности нет, чувак. На такой скорости пофигу уже. Первый поезд на магнитной подушке был запущен в Германии в 1984 году. И уже тогда он разгонялся 501 км в час. Уже тогда 500. Чувак, что ты нас, смотри, прям под углом едем. Видишь? Горизонт завален. Скорость 300. Вот это было жестко. Встречный Маглев проехал. Ничего не вывалилось. Мы сейчас летим фактически. На 400, чувак, 400. Все, уже скорость добавляем. 7 минут он едет 30 километров. И уже начинает тормозить. Кстати, в Подмосковье, в Раменском, вот фотографии даже, выглядело неплохо. Велись тоже разработки поезда на магнитной подушке, но у нас, к сожалению, все это затухло. Но респект, уважуха китайцам, что они это оставили, то есть они с 2002 года это поддерживают, постоянно ездят, все. Я уверен, что он вообще ничего не зарабатывает. Вот на 400 было стремновато. И вот этот момент, вот это было, правда, стрёмно. Я думал, стекло нафиг вылетит. Дима вообще подпрыгнул. Лучшее техноразвлечение в Шанхае. Вот еще прочитал в Википедии, говорят, что один из минусов поезда на магнитной подушке – это электромагнитное загрязнение и даже электромагнитный смог. Если вы что-то об этом знаете, если вы в этой теме шарите, напишите в комментариях, с удовольствием почитаем. Все, приехали в платформу. Вот он сейчас уже сам тормаживается, видите? Ни колес нет, ничего нет, ни тележек нет, ничего. Он просто вот поднимается и пошел. Это чувство технического кайфа сейчас просто находится у меня вот так вот. На красной дорожке. Класс. А вот первый класс. Ну, просто кожаное отдельное сиденье, стоит в 2 раза дороже. Человек сфоткает, отойди.
Смотрите, как выглядят китайские транспортные пути. Все вторым уровнем сделано, очень много у них на втором уровне. Дорога на втором уровне, Маглев на втором уровне, обычное метро и поезда. А что место на земле занимает? Они ставят сваи, вбивают и делают второй уровень. Красавец. Очень рекомендуем, если окажетесь в Шанхае, прокатиться на Маглеве. То есть это поезд на магнитной подушке, поезд Transrapid. Нам пора ехать дальше, будем снимать в Китае много всего интересного. Поезд Маглев. Увидимся. Пока.